Приветствую вас на YouTube-канале Дневник специалиста. Меня зовут Икрам, и в этом видео мы поговорим о гарантийных обязательствах подрядчика за качество выполненных и принятых заказчиком ремонтно-отделочных работ. Ну и как защитить свои права. Об этом и о многом другом вы узнаете в этом выпуске. Поэтому досмотрите это видео до конца, поставьте лайк и прямо сейчас подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Мы начинаем. Гарантия – это инструмент, повышающий надежность работ для конечного потребителя и довольно сложный юридический термин, который охватывает разные стороны нашей жизни. Мы же рассмотрим в более бытовом значении и только те гарантийные обязательства, которые касаются ремонта и отделки жилья. Начнем с того, что гарантийные обязательства в рассматриваемой части гражданских правоотношений регулируются законодательством России, но еще при правильном оформлении договора и другой документации. То есть при юридически корректном оформлении договорных отношений будет легче защитить свои права. Поэтому в самом договоре лучше прописать условия о гарантийных обязательствах, включая срок гарантии. Тут вы вправе прописать любой гарантийный срок, например, несколько лет, и, естественно, соответствующие условия, не противоречащие закону. В любом случае закон на вашей стороне, что также не исключает и права подрядчика для того, чтобы исключить использование гарантии в качестве инструмента злоупотребления правом со стороны заказчика. Гарантия распространяется на выполненные работы, но сами работы делаются из материалов, на которые даются отдельные гарантии от продавцов. При обнаружении недостатка выполненной работы нужно разбираться в причинах, поэтому не выбрасывайте чеки на приобретенные материалы. Тут важно подчеркнуть, если поставка материалов для выполнения работ осуществляется подрядчиком, то он еще и дополнительно отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Зададимся вопросом, есть ли абсолютные критерии оценки качества ремонта жилья? Конечно, есть. Надежность, долговечность, экологическая безопасность. Ну а красота, естественно, дело вкуса каждого. Качественный ремонт не делается по наитию. Здесь важен подход к работе и последовательность действия. Поэтому подрядчики должны отвечать за качество своей работы. И при наличии определенных обстоятельств, естественно, должны нести ответственность. Например, за криво уложенную плитку, плесень на стенах из-за нарушения строительных технологий и другие дефекты, которые появились по его вине. Критерии качества ремонта обычно фиксируют в договоре, чтобы потом использовать их для оценки результата. И если в договоре не предусмотрели эти условия, то результат оценивают по требованиям, которые обычно предъявляются к подобным работам. Конечно, тут ориентироваться можно на показатели из технических норм, где предусмотрены допустимые нормы к подрядным работам. Здесь важно сказать, да это вполне логично, что подрядчик не отвечает за работы, которые он не выполнял, из-за повреждений, которые возникли по вине заказчика, в том числе других людей, или обстоятельств непреодолимой силы. То есть не попадает под гарантийные случаи механические повреждения как результат жизнедеятельности в помещении. Конечно, каждый случай индивидуален и надо рассматривать причину возникновения того самого дефекта. Если ламинат поцарапали, когда двигали, например, функциональные предметы интерьера, мастера не обязаны ремонтировать пол по договорной гарантии. Или другой пример. Разошлись швы у ламината. Тут причин может быть несколько. Первое – бесшовная укладка ламината. Второе – слишком сухой воздух после включения отопительного сезона. Нужно ставить увлажнители, но это вообще никогда не вредно. И третье, последнее – кривое основание. Ламинат разъехался из-за ошибки строителей. Если у вас есть конкретный случай, пишите в комментариях, попробуем вместе разобраться. Важно понимать, что так же, как и в случае с автомобилем, бытовой техникой и другими товарами, тут гарантийный ремонт распространяется только на те дефекты, допущенные при выполнении работ. Если речь идет о недостатках, произошедших вследствие нормального износа или нарушения требований к процессу эксплуатации объекта, что, к сожалению, также имеет место быть, то ни о какой гарантии речи идти не может. Грубо говоря, если вы купили новый автомобиль и повредили, въехав в какое-то ограждение, производитель не обязан ремонтировать его за свой счет. Также и с ремонтом жилья. Если затопление, например, произошло по вине заказчика, а не из-за того, что нанятые рабочие неправильно установили сантехнику, или заказчики при перестановке мебели повредили свою дверь, то ремонт заказчику придется делать за свой счет.
Безусловно, как и в другой деятельности, в этой сфере тоже нередки спорные случаи, когда, например, заказчик, подрядчик и управляющая компания винят друг друга. В этих случаях, чтобы доказать свою правоту, необходимо заказать и провести независимую экспертизу. В случае, если экспертиза признает вину другой стороны, то понесенные затраты можно также взыскать с него. Ответственность подрядчика не заканчивается после сдачи работ, и в случае выявления недостатков в период гарантийного срока заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков, уменьшения цены или же возмещения понесенных им расходов на устранение недостатков при определенных обстоятельствах, ну и так далее. Более того, закон предусматривает разные способы защиты нарушенных гражданских прав, в том числе в некоторых случаях и возмещения морального вреда. В этом случае в суде придется доказывать, что понесли нравственные страдания из-за выявленных дефектов. Чтобы подрядчик отремонтировал жилье по договорной гарантии, нужно пройти несколько шагов. Первое. Возможно, вопрос с гарантийным ремонтом получится решить мирно. Тем более, если ваш подрядчик с хорошей репутацией. Для этого нужно связаться с ним, рассказать о недостатках и попросить, чтобы их исправили. Если подрядчик соглашается с претензионными требованиями, то проводится совместный осмотр дефектов и составляется акт с фиксацией недостатков. И если подрядчик не выходит на связь или отказывается производить ремонт по гарантии, можно писать смело досудебную претензию. В претензии следует указать, помимо прочего, данные о подрядчике, заказчике и договоре, подробно описать, в чем заключается нарушение, либо угроза нарушения и его требования, устранить недостатки, уменьшить стоимость работ или возместить расходы на устранение недостатков и так далее. В претензии прикладываются документы, которые подкрепляют требования и после отправляются подрядчику. Если подрядчик прислал отказ или проигнорировал претензию, можно переходить к следующему шагу. Прежде чем подавать иск, необходимо собрать доказательственную базу, что именно этот подрядчик проводил конкретные работы и дефекты возникли по его вине. Этими доказательствами в том числе могут быть все документы, которые подписывались с подрядчиком, договор, смета, акты прием-передачи работ, квитанции из банка, расписки и другие доказательства, фото и видеофиксация дефектов и результаты экспертизы. Иск рассматривается судом в течение установленного законом срока. В случае несогласия с принятым решением возможно обжалование в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. Мы сегодня говорили о той ответственности подрядчика за качество выполненных и сданных заказчику работ. Ну а если не устраивает качество работ до их приемки, то есть смысл их не принимать и все фиксировать в отдельном акте. Не забывайте при выборе подрядчика обращать внимание на реальные отзывы и стаж работы. С ответственным и добросовестным подрядчиком, который дорожит своей репутацией, будет легче договориться об устранении недостатков. На этом выпуск подошел к концу. Не забудьте поставить лайк, делитесь роликом в соцсетях, обязательно подпишитесь на канал и оставьте свое мнение в комментариях. До новых встреч! Тушим свет!